Это пальцы. Пальцы. Палец. Пальцы. Палец. Пальцы. Руки. Пальцы рук. Ноги. Пальцы ног. Пальцы рук. Пальцы ног. У людей на руках 10 пальцев. Обычно. Не всегда, но обычно. 5 пальцев на правой руке. Правая рука. 5 пальцев на левой руке. Левая рука. Всего 10 пальцев. Как называются пальцы? Как называются пальцы? Первый палец – большой палец. Большой палец. У большого пальца есть несколько функций. Показывать, что вам что-то нравится. Показывать, что вам что-то нравится. Показывать, что вам скучно. Показывать, что вам скучно. Писать сообщение маме. Привет, мамуль. Как дела? Чем занимаешься? Писать сообщение маме. И, конечно же, скроллить в соцсетях. Скроллить в соцсетях. Второй палец – указательный палец. Указательный палец. Этим пальцем мы указываем на предметы. Указывать. Указывать. Указательным пальцем мы указываем на предметы. Другие функции указательного пальца. Вместе с большим пальцем поднимать носки с пола. Поднимать носки с пола. Поправлять очки. Поправлять очки. Скроллить, если вы дедушка или бабушка. Скроллить, если вы дедушка или бабушка. И, конечно же, ковырять в носу. Ковырять в носу, когда никто не видит. Третий палец. Средний палец. Средний палец. Основные функции среднего пальца. Листать страницы в книге. Листать страницы в книге. Наносить крем на лицо. На лицо. Наносить крем на лицо. Вместе с большим и указательным пальцем держать вилку. Держать вилку. Или ложку. Держать вилку или ложку. Вместе с указательным пальцем показывать знак мира. Показывать знак мира. Четвертый палец. Безымянный. Четвертый палец. Безымянный. Основная функция безымянного пальца – носить обручальное кольцо. Обручальное кольцо. И, наконец, пятый палец. Мизинец. Мизинец. Основные функции мизинца. Вместе с указательным пальцем показывать козу. Показывать козу. А вместе с большим пальцем показывать жест «позвони мне». Показывать жест «позвони мне». Позвони мне.